Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, что происходит на российском рынке акций, какие движения имеет смысл ожидать сегодня до конца дня на нем. Так, ну давайте начнем с индекса волатильности. Ему в ближайшее время карты в руки. Сейчас у нас идет коррекционный откат. И было бы весьма-весьма недурно, если бы он вернулся куда-то сюда, хотя бы под 28. На 4-часовом таймфрейме сейчас такая возможность вполне может быть реализована, потому что здесь разворотная формация, здесь вышел ощутимый объем. И, соответственно, сейчас, если вот в самое ближайшее время будет 30,5-30 пробито, то высока вероятность того, что он вернется, хотя бы сюда, куда-то на 27-25. И таким образом вот этот всплеск волатильности, он успокоится и все будет хорошо. Сейчас в настоящее время идет движение вниз. И пока идет движение вниз, рынки облегченно выдыхают и пытаются немножко расти. Так, ну дальше другой наш индикатор, это S&P 500, SFD на фьючерс. Здесь у нас ударились 3720, немножко потеребили, и сейчас формируется коррекционный отскок. В ближайший час, 2-3, если этот отскок состоится и мы уйдем хотя бы на 3790, это для рынка будет достаточно позитивно, и это будет означать, что падать мы будем когда-нибудь, но не в этот раз. Вот, поэтому S&P и VIX, они сейчас определяют, с моей точки зрения, движение на рынке. На текущий момент важно удержание 3720, я неоднократно про этот уровень говорил. По S&P, с моей точки зрения, если он будет пробит и пойдет закрепление, это приведет к тому, что молниеносно разовьется движение вниз не только по Америке. Вот, но сейчас мы с вами видим, что текущая ситуация, она указывает на то, что рынки облегченно вздыхают и пытаются отскочить. Так, друзья, ну вот давайте начнем с фьючерса на индекс РТС. Здесь ситуация очень интересная. Дневной таймфрейм. Сейчас идет борьба за разворот и коррекционный отскок с целью на 142 тысячи. Пока не до конца ясно, как эта борьба завершится, потому что здесь рулят VIX и S&P. Как там разовьется движение, и в общем-то, РТС пойдет в фарватере этих двух показателей. Так, ну вот индекс РТС, это месячный таймфрейм. ММВБ не будем смотреть, потому что, с моей точки зрения, достаточно что-то одно рассмотреть. На месячном таймфрейме на этой неделе заканчивается месяц январь. Если мы не пойдем выше, а вероятность, что мы пойдем выше куда-нибудь на 1500, она невелика, то у нас здесь формируется разворотная формация. Так, ну вот переходя на дневной таймфрейм по индексу РТС, у нас здесь есть очень сильная поддержка, это 1336. Вот если это значение пробивается, то отсюда весьма вероятно развивается движение, цель которого будет 1276. Вот. Понятное дело, что такое движение, оно возможно. В каком случае? Оно возможно в том случае, если посыпятся мировые рынки, раз. И если будут введены какие-то санкции очень жесткие, к примеру, эмбарго на продажу углеводородов. Опять же, подчеркну, насчет свифта, я думаю, что насчет свифта, скорее всего, свифт никто отключать не будет. Вероятность отключения свифта в плане санкций, она крайне мала. Но если это будет реализовано, то следующий шаг уже, возможно, прямо горячее-горячее столкновение. Вот, поэтому, я думаю, до этого доводить никто не будет, а какие-то ограничения на введение, на экспорт углеводородов вполне могут ввести. Если такие санкции будут вводиться, а нефти сейчас избыток, то мы, конечно, по РТС очень легко увидим в самое ближайшее время движение на 1277 по РТС, в легкую. Вот. Но здесь пока с учетом того, что VIX все-таки может вернуться в диапазон 27-25, 27-23, такой сценарий, на мой взгляд, вполне может реализоваться сегодня-завтра, вот, то в этой ситуации мы здесь получаем разворотную формацию, конец вот этого падения и отскок. Цель этого отскока будет 1420. Ну, это дневной таймфрейм, то есть это движение, если оно сейчас здесь происходит, то оно будет развиваться в течение нескольких дней, до конца
этой недели может быть в понедельник-вторник. Так, ну переходя на часовой таймфрейм, здесь у нас сейчас консолидация по факту открытия с гэпом. И в том случае, если произойдет пробитие 1380, то в этой ситуации мы получаем движение, цель которого сразу будет 1396, вот куда-то сюда, в этот диапазон. Обратная ситуация, если у нас пробитие 1363, мы, соответственно, идем вниз кормить рыбу. Вот. Но на текущий момент, исходя из того, какие происходят сделки, вот это состояние неопределенности. Вот. Но предполагая, что все-таки, наверное, по Америке будут предприняты какие-то действия, чтобы обуздать волатильность, то из этой точки зрения наиболее вероятно все-таки пробой вот этого значения. Ну и в пятницу или в понедельник-вторник движение вот куда-то сюда, в этот диапазон, в район 1390 по индексу РТС. Вот. Но здесь надо помнить, что если будет пробито вот это донышко, мы очень стремительно пойдем вниз, очень резко. Переходя к фьючерсу мартовскому на индекс РТС, что мы здесь имеем? Ну, по фьючерсу здесь с высокой степенью вероятности разворот. Разворот и должен в ближайшее время произойти отскок. Цель этого отскока движение 139 700, 140 тысяч, вот сюда, вот этот диапазон. Опять же, идея с отскоком, она не сработает, если пойдет движение вниз и сформируется пробитие 136 тысяч, 136 500 вот этого диапазона, который здесь сформировался. В этой ситуации очень быстро разовьется движение, цель которого будет 133 тысячи, возможно даже 131 тысяча. Ну, немножко раньше мы притормозили. На самом деле вот это все нисходящее движение, я предполагал, оно закончится на 135 тысячах. Ну, раньше так раньше, ничего не попишешь. Одно дело видение, другое дело реальная жизнь. Вот. Поэтому сейчас, судя по фьючерсу РТС, ситуация несколько более позитивная, нежели если рассматривать сам индекс. Вот. Но опять же, я повторю, здесь в отрыве от контекста, не рассматривая, что происходит на Америке, ну, понятное дело, если ВИКС не продолжит движение вниз, то говорить о том, что РТС отскочит и пойдет на 140 тысяч, ну, это просто неразумно. Вот, поэтому в такой ситуации, конечно, мы начнем пикировать. Так, друзья, далее наш дорогой, любимый Сбербанк, дневной таймфрейм. Но здесь что примечательно, несмотря на весь этот армагеддец, его даже толком на 256 не свозили. Это достаточно позитивный момент, потому что это говорит о том, что Сбербанк держит, его придерживают, не дают ему совершенно распоясаться и упасть. Потому как, ну, вообще по-хорошему здесь должно было быть, с учетом таких просадок, движение куда-то на 252, вот сюда вот. Но его здесь упорно сдерживают, и это позитивный момент, это указывает на то, что в любой, при малейшем позитиве он будет отскакивать, и ближайшая цель для отскока будет 274, ну и далее 282. Так, далее часовой таймфрейм по Сберу. Но здесь я вам должен сказать, у него, в общем-то, картина, она еще более позитивная, чем у РТС. Вот то, как выглядит Сбербанк, ну, вероятность того, что отсюда разовьется движение с целью пробить и закрепиться на 267,5, она, я ее оцениваю как 2/3 или даже 3/4. Вот, очень вот эта проторговка, которая здесь идет, она очень динамична, очень позитивна и высока вероятность выхода наверх. Опять же, обращаю внимание, если все-таки этого не происходит в силу объективных причин, но Сбербанк, он не в вакууме, он не может расти, если ВИКС растет, а S&P падает, то вот здесь неким рубиконом послужит 260, даже 260,5, вот пробитие этого значения будет указывать на то, что ну, на 256, 256,5 точно мы слетаем, а там на горизонте 252. Но опять же, здесь динамика движения такова, что она указывает на то, что более вероятно движение наверх. Так, друзья, далее Газпром, дневной таймфрейм, но здесь, как говорится, оно не тонет. Вот. Ну и вот оно не тонет на самом деле. То есть, несмотря на весь ужас, на то, что там с гэпом вниз открылись, никакие ключевые уровни он устойчиво не пробил. Ну, немножко 214 поколол, на 208 даже не сходил толком в прошлый раз, когда все сыпалось.
Вот, это говорит о том, что действительно как бы в бумаге очень большой интерес, в ней сейчас есть устойчивость, и при малейшей возможности отсюда пойдет движение с целью пробить 220, ну и далее на 230, 230, 231. Если вот этот диапазон пробивается и начинается проторговка, то далее с высокой степенью вероятности 256 и возможно далее выше. Опять же обращаю внимание, вот если мы сейчас все-таки вот эту тенденцию наверх не осваиваем, если идет коррекционный откат и пробитие 214-213, то далее мы неизбежно будем уже тестировать и очень серьезно 208,5. 208,5 для него здесь Рубикон. Если он его пробивает и начинает торговаться, то высока вероятность того, что в обозримом будущем роста не будет. Он либо переместится вот в этот диапазон, торговаться какое-то время, возможно продолжительное, или вообще как бы отсюда выскочит и у него разовьется движение на 190-187, вот сюда, вот в эту область. Так, переходя на часовой таймфрейм, но здесь ситуация она такая же красноречивая, как на Сбербанке. Высока вероятность того, что сегодня-завтра отсюда будет движение, цель его 221, 221,5, вот сюда, вот в эту область. Опять же, данный сценарий не сработает, если в результате отката мы пробиваем 214. Вот пробитие 214, оно не смертельно, оно неприятно, но не смертельно, потому что в этой ситуации мы пойдем ниже, у нас цель движения будет 212, о которой до этого говорили, а вот если 212-213 пойдет, то тогда уже 208,5 и возможно ниже. Но пока здесь все развивается весьма и весьма айс. Он прям вот нацелен сейчас пробить 218,5 и сходить на 222. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель. Ну смотрите, вот здесь как бы все падало, все летело вниз. Немножко пропороли 25 тысяч. Это, конечно, неприятно. И для большинства активов это, как правило, бы означало, что пойдет такое пробитие, приведет к дальнейшему снижению падения. В случае ГМК, я смотрю, здесь, в общем-то, уже произошел ощутимый набор позиций. И в самое ближайшее время весьма вероятно сначала отсюда движение на 25-150. Как только он закрепляется выше 25-150, следующая цель движения у него будет в районе 25-850, 25-900, вот сюда, вот в эту область. Опять же, данный сценарий на отскок он не сработает, если будет пробитие 24 650. Немножко уровень сдвинулся, и, соответственно, теперь вопрос в том, будет или не будет при откате назад пробито 24 650 с моей точки зрения субъективной. Вот. Пока здесь ситуация, как у Сбера и у Газпрома, она достаточно оптимистично выглядит и с высокой степенью вероятности указывает на то, что здесь вот нужно ему преодолеть вот этот вот уровень, его пробить, закрепиться, и тогда он очень быстро пойдет на 25 850 вот сюда, вот в эту область. Конечная цель движения здесь находится на 26 500, 27 тысяч, того движения, которое здесь собралось. Вот. Но надо помнить, что как бы против волны никто не пойдет. Если ВИКС растет и СНП падает, гамак будет сыпаться, как и все остальное. Но он просто помедленнее будет сыпаться, потому что у него масса интересных идей в нем содержится. Так, друзья, далее Лукойл, месячный таймфрейм. Ну, смотрите, у Лукойла здесь ситуация очень интересная. Лукойл не сделал свою главную цель движения, которая 6250. Но вот переходя на дневной таймфрейм, есть у него некий уровень железобетонный, это 5300-5250. Вот пока этот уровень не пробит, высока вероятность, что либо с этого значения, либо после тестирования 5250 здесь будет отбой и отскок. Цель движения в начале пробить 5725, далее 5900 и потом 6250. У Лукойла очень интересная ситуация. Вот, и поэтому здесь, если не будет вот эта бронеплита пробита, то он с высокой степенью вероятности, так же как Газпром, Сбербанк и ГМК, отскочит. Но опять же, видите, здесь какая непростая ситуация. Рынки находятся на хаях, их просто надули. И здесь надо отдавать себе отчет. В том случае, если Америка внезапно начнет сдуваться, мы полетим вниз опережающими темпами. Потому что нагнали средств, все это дело надули,
раздули, и малейшая рябь на поверхности моря, она приведет к тому, что разовьется очень сильное движение вниз. Так, далее Лукойл, часовой таймфрейм. Ну, часовой таймфрейм у него вообще супер-пупер. Здесь вот ему надо просто пробить устойчиво 5560 и проторговаться, и после этого он, как ракета, может на 5750 лететь. Опять же, этот сценарий не срабатывает, если возникает коррекционный откат и пробитие 5420-5400. В этой ситуации он сначала пойдет тестировать свою бронеплиту нижнюю 5250, а там посмотрим, как будут развиваться события. Но вот эта картинка по Лукойлу, так же как по Сберу, мне очень по душе, и она указывает, что высока вероятность все-таки хоть какого-то коррекционного отскока. Так, друзья, далее Русгидро. Это, в общем-то, наша зеленая энергетика, можно сказать. Месячный таймфрейм. Масса целей у Русгидро. Но ближайшая цель — это удержаться вот здесь вот, в этой консолидации, и сходить на 81 копейку. Так, ну часовик здесь вообще у нее айс. По часовику мы сегодня либо в ближайшие дни должны отсюда сходить на 80 копеек с высокой степенью вероятности. Опять же, данный сценарий отменяется, если пойдет движение вниз и мы пробиваем 0,7750. Вот это здесь такой уровень, который приведет к тому, что он начнет сыпаться. Вот. Ну, достаточно оптимистичная ситуация в Сбере, и в Русгидре, и в Лукойле, и в ГМК, и в Газпроме. Достаточно позитивно выглядят российские фишки, но, опять же, обращаю внимание, идея на отскок, она всегда со стопом. Она всегда со стопом, потому что если нет стопа, то есть полет в пропасть. Так, друзья, далее Яндекс. Ну, смотрите, по Яндексу мы, конечно, немножко не нападали. Вот ему бы на 4600, 4700 сходить. Но у него потенциал падения, я вот уже и так по дневке вижу, он израсходовался. То есть по Яндексу достаточно высока вероятность того, что от этого значения будет коррекционный отскок на 5000-5050. Вот, этот отскок не состоится, если пойдет движение вниз и будет пробито 4750. В этой ситуации либо развивается дальнейшее движение вниз, либо он будет консолидироваться в районе 4650. Вот. Пока как бы все доводы, большая часть доводов указывает на коррекционный отскок, на сжатую пружину в Яндексе. Все, друзья, основные идеи по российскому рынку. Спасибо за внимание. Успехов вам, удачи в торгах. Подписывайтесь на мой YouTube, на мой телеграм-канал. Если не приходит уведомление, отпишитесь и подпишитесь вновь. Тогда эта проблема будет решена. Это все эти всякие хакерские атаки нарушают алгоритмы YouTube. Спасибо за внимание. До свидания.